Annenin Leyla'da açtığı yaralar sandığından daha derin. Ben kimim? Tufan! Sen eğer benimle beraber olmak istiyorsan DNA testi yaptıracaksın. Çocuk kimden öğreneceğiz? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Узнав все эти факты, Сиван обнаружит, что стены особняка стали для него еще более тесными, и его охватит желание вырваться из той среды, в которой он находится. Известие о том, что его отец Туфан ударил отца Лейлы и стал причиной его смерти, вызовет огромную бурю во внутреннем мире Дживана, и он не сможет вынести тяжесть этого события. Ей будет трудно дышать среди напряженности, секретов и обвинений в особняке, и она всерьез задумается о том, чтобы покинуть особняк и начать жизнь заново. Однако это решение создаст еще одну проблему между ним и Лейлой. Лейла столкнется с серьезной дилеммой, когда узнает о решении Дживана покинуть особняк. С одной стороны, желание построить новую жизнь с Дживаном, а с другой, боль от разлуки с сестрой Ипек будут занимать разум Лейлы. Лейла не будет знать, как поступить в этой ситуации, понимая, как больно ей будет оставить Ипек одну. Пребывание Ипек в особняке станет для Лейлы испытанием совести. Однако, несмотря на все свои внутренние противоречия, Лейла не может устоять перед идеей пойти с Дживаном. Отношения Мали и Ферды подвергнутся испытанию из-за работы. Мали не сможет уделять время отношениям с Фердой из-за возросшей рабочей нагрузки и напряженности, которую он испытывает. Такое пренебрежение приведет к постепенному ослаблению связи между ними и возникновению новых конфликтов в отношениях. Ферда будет разочарована равнодушием Мали, и ее уверенность в этих отношениях пошатнется. Мали будет раздавлена стрессом, который она испытывает как на работе, так и в отношениях, и между ней и Фердой начнутся новые потрясения. Нур будет встревожена присутствием своей матери Нермин и придумает новые планы, как выслать ее из особняка. Вмешательство ее матери в дела особняка еще больше расстроит Нур. Контролирующие отношения Нермин и ее присутствие в особняке создадут еще больше проблем в жизни Нура. Чтобы решить эти проблемы и взять ситуацию под контроль, Нур попытается увести свою мать из особняка. Отношения между Туфаном и Серап будут полностью прекращены в результате ДНК-теста. Узнав, что ребенок от Туфана, доверие Серап серьезно пошатнется, и их отношения достигнут критической точки. Серап будет сильно разочарован из-за прошлого Туфана с Нур и его ответственности за ребенка. В этот момент Туфану придется выбирать между двумя женщинами и сделать сложный выбор между продолжением отношений с Серап и заботой о Нур и его ребенке. Однако это напряжение приведет к разрыву отношений Серап и Туфана. Туфан расскажет Дживану всю правду о событиях, которые произошли, когда он ударил отца Лейлы. Сиван испытает сильное эмоциональное потрясение, слушая эти объяснения. С одной стороны, он попытается понять, что сказал его отец, а с другой стороны, его гнев не утихнет, когда он подумает о боли и утрате, которую пережила Лейла. Хотя объяснения Туфана помогут Дживану сложить некоторые части головоломки на свои места, гнев и чувство справедливости внутри него помешают ему простить Туфана. Сиван попытается понять своего отца, но и не откажется его осудить. Этот разговор радикально изменит взгляд Дживана на Туфана и приведет к глубокому расколу в их отношениях. Среди всех этих напряжений, тайн и отношений в особняке жизни персонажей изменится необратимо. Решение Дживана покинуть особняк, внутренние конфликты Лейлы, давление на отношения Мали и Ферды, а также любовь Туфана и Серап, достигшая критической точки, станут сценой самых драматичных моментов в трейлере. Кошмары, которые переживает Лейла, вызовут огромную бурю в ее внутреннем мире, и этот психологический коллапс постепенно повлияет на всю ее жизнь. Причина его кошмаров будет усугубляться злом, которое он совершил, и чувством вины, вызванным этим злом. Пока Лейла борется с угрызениями совести, эта ситуация не только приведет ее к внутреннему конфликту, но и отразится на ее отношениях с окружающими людьми. С течением времени Лейла станет пленницей этих темных эмоций и будет тянуться все дальше вниз, пока она ищет способы спасти себя.
Его отношения с Сиваном также сильно пострадают в результате этого процесса. Прошлые ошибки Лейлы и секреты, которые она хранит, будут постоянно бросать тень на их отношения. Несмотря на глубокую любовь, которую Лейла испытывает к Джованну, она будет создавать дистанцию в их отношениях, поскольку не может справиться с чувством вины и тяжестью прошлого. Молодой человек заметит эту дистанцию, но не поймет почему. Этот эмоциональный разрыв между ними со временем создаст еще большее напряжение и заставит Лейлу замкнуться в себе. По мере того, как Лейла все больше отдаляется от Джованна, переломный момент в их отношениях будет становиться все более глубоким. Благодаря Семи Ханем Джован узнает о других болях и травмах, которые Лейла скрывала внутри. Информация, которую он узнает, сильно удивит Сивана. Боль, которую Лейла испытала в прошлом, заставит Джованна столкнуться с дилеммой между любовью и гневом, которое он испытывает по отношению к ней. С одной стороны, Джован попытается помочь Лейле и понять ее, а с другой стороны, он задастся вопросом, почему Лейла такая отстраненная и загадочная. Этот внутренний конфликт эмоционально истощит Джованна, но его преданность и любовь к Лейле побудят его поддержать ее. Мали окажется в глубокой травме после пережитых событий. Полученный им физический удар также нарушит его душевное равновесие, и он возложит ответственность за это нападение на Лейлу. Гнев Мали по отношению к Лейле со временем будет расти, и она не перестанет обвинять ее. Эта ситуация еще больше усилит чувство вины Лейлы и усилит ее раскаяние по отношению к нему. Мали будет постоянно преследовать Лейлу, делая ее преступной фигурой в глазах всех в особняке. Лейла попытается защитить себя от этих обвинений, но окажется беспомощной перед лицом гнева Мали. Наконец-то большая тайна особняка будет раскрыта. Все узнают, что Элла на самом деле Лейла, и это вызовет огромный шок в особняке. Раскрытие истинной личности Лейлы перевернет все отношения с ног на голову. Раскрытие этой большой тайны изменит семейные связи в особняке и изменит отношение каждого к Лейле. Узнав эту истину, Лейла столкнется с еще большим одиночеством. Люди в особняке потеряют к ней доверие, и Лейле придется упорно бороться, чтобы противостоять своему прошлому и восстановить отношения. Туфан по просьбе Серап проведет ДНК-тест ребенка, находящегося в утробе Нур. Это испытание станет поворотным моментом в жизни Туфана. Если выяснится, что ребенок от него, отношения Туфана с Нур и его брак с Серап снова будут поставлены под сомнение. Эта ситуация поставит Туфана перед трудным выбором. Он будет разрываться между своим браком с Серап с одной стороны и своей ответственностью за своего ребенка с другой. Серап будет сильно разочарована таким результатом, и ее доверие к Туфану пошатнется. С другой стороны, Туфан решит сохранить брак с Нур, поскольку ему придется заботиться о своих детях, и это приведет к разрыву связей между ним и Серап. Нур, с другой стороны, будет упорно бороться за возвращение, несмотря на изгнание из особняка. Его усилия по возвращению станут для всех большим сюрпризом. Сильный характер Нур и ее решимость не отказываться от своих целей побудят ее вернуть себе место в особняке. Однако борьба Нура за возвращение также принесет с собой много напряженности. Раскрытие правды о том, как он похитил Ипек из особняка, еще больше обострит эту напряженность. Это событие изменит все равновесия в особняке и еще больше затруднит возвращение Нур. Когда Джован загонит Лейлу в угол и узнает, что ее отец, Туфан, тот самый человек, который убил отца Лейлы, он будет в глубоком шоке. Груз этой правды втянет Сивана в большой внутренний конфликт. Джован, который будет разрываться между любовью к отцу и преданностью Лейле, не будет знать, как справиться с этой реальностью. Его любовь и преданность Лейле помешают Джованну принять эту болезненную правду. Это преступление, совершенное его отцом, перевернет весь мир Джованна и загонит его отношения с Лейлой в глубокий тупик. В результате всех этих событий кошмары, которые видит Лейла, сильно испортят ее отношения с Джованном. Гнев Мали загонит Лейлу в угол, и чувство вины полностью овладеет ею. Борьба Нур за возвращение из особняка и обязанность Туфана защищать своих детей приведут к серьезным изменениям в жизни всех персонажей.
Отношения Дживана и Лейлы подвергнутся еще более сложному испытанию перед лицом этих серьезных кризисов. Раскрытие истинной личности Лейлы и раскрытие темных тайн прошлого радикально изменит все отношения. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.